Друзья мои, всем привет! С вами компания PandaWay. Сегодня вы увидите тест-драйв и обзор на Zeekr Mix. Длина автомобиля 4688 мм, ширина 1995, высота 1775, колесная база 3008 мм. Всего есть две комплектации, и разница между ними только лишь в батарее. Литий-железофосфатная батарея на 76 кВч в минимальной комплектации и тройная литиевая батарея на 102 кВч в максималке. Запас хода 550 км и 702 км по китайскому циклу CLTC. В обеих комплектациях задний привод. Мотор 310 кВт, 440 Нм крутящего момента. Для Zeekr Mix компания разработала специальную платформу SIA-M, которая базируется на их основной платформе SIA. Платформа была разработана специально для автомобилей класса MPV. В ней произошло увеличение внутреннего пространства. Компания заявляет, что доля полезного пространства составляет 93%. Платформа на 800 вольт с очень быстрой подзарядкой батареи. 102 кВч с 10 до 80% заряжается за 15 минут, а 76 кВч за 10,5 минут. Для любителей увеличить стоимость автомобиля с помощью доп. Опций у нас плохие новости. Сильно не разгуляйтесь. Цвета все бесплатные. Кстати, есть всего 5 цветов корпуса. Голубой, белый, бежевый, серый и желтый. И 2 цвета салона. Бело-синий и серо-черный. А вот за деньги можно приобрести черную окраску крыши за 2000 юаней. 20-е колеса 8000 юаней. Умный LED-экран спереди автомобиля, на который можно проецировать надписи и изображения 8000 юаней. И за 2000 юаней можно приобрести подставку для ног для заднего пассажира справа. Также можно докупить различную мелочевку в магазине Zeekr. Маленький столик, большой столик и подстаканники с полочкой для телефона. В плане безопасности здесь все довольно неплохо. Во-первых, подушки безопасности покрывают весь салон. А во-вторых, корпус автомобиля на 90% состоит из высокопрочной стали и алюминия, из которых 67% это сталь и 23% алюминий. Честно говоря, внешний дизайн мне очень сильно понравился. Даже вот эта оптика, которая мне не нравилась у 007, здесь она мне очень сильно нравится. Все так гармонично смотрится на фоне вот этого компакт-вена. Подвеска. Спереди Макферсон, сзади многорычажка. К сожалению, нету пневмы даже за доплату. Колеса стоят на 19 либо на 20 дюймов. И вот на этом месте многие выключают обзор, потому что резина разноширокая. Спереди 235, сзади 265. Ребят, да камон, не выключайте. Там дальше есть из-за чего еще выключить. Для того, чтобы залить омывающую жидкость, вам не придется открывать капот. Лючок для омывайки находится вот здесь, прям сверху. А вот сама жидкость омывающая распыляется на лобовое стекло при помощи форсунок, встроенных в стеклоочистители. Это очень хорошо. Так, ребят, давайте начнем с дверной карты. Обратите внимание, как она открывается. На угол 90 градусов. То есть заход максимально комфортный сюда, да, у нас. На дверной карте стандартный блок управления электростеклами. И вот здесь есть интересные две кнопки. Одной из них вы можете развернуть переднее кресло и превратить ваш автомобиль в комнату. Другая кнопка возвращает все в стандартное положение. Здесь же у нас есть кнопка открытия двери, так как дверь электрическая. Электродвери. Закрывается. Открывается, соответственно, ручкой отсюда. Если вдруг вы не можете дотянуться до этой кнопки, можете воспользоваться кнопкой за рулем. Та же самая функция. Также во всех Zeekr'ах педаль тормоза закрывала дверь. Проверяем. Да, здесь эта функция тоже работает. Но что-то мне не нравится, как дверь хлопает. Прям очень сильно она хлопает. Аж мне больно становится за эту машину. Потому что у тебя нестандартные замки. В смысле нестандартные замки? Ну, у тебя петля находится вот здесь. Поэтому, если у тебя всегда была стойка, которая вот здесь закрывается, и как бы тихо кажется, здесь у тебя над головой как раз общий шум идет. Ты думаешь, что ближе к уху, и поэтому мне так кажется? Потому что оно вот здесь. Здесь, да, дверь, обратите внимание, дверь закрывается в двух местах. Сверху и снизу. Вот они, две петли у нас, два крепежа.
Для чего это сделано? То есть здесь, как мы видим, нету средней балки. То есть, соответственно, как бы конструктивно корпус как бы слабее, чем у стандартных минивенов. Но за счет вот этих вот двух петель и за счет усиленной части в дверях, что здесь, у вас образуется такая балка в закрытом состоянии, средняя часть, что слева, что справа. Поэтому, как заявляет сама компания Zeekr, с точки зрения безопасности все на том же уровне, несмотря на отсутствие стандартной статистической балки. Вот когда мы с Антоном сюда ехали, мы специально не смотрели цену на автомобиль. Мы хотели сначала его прочувствовать, посмотреть, пощупать и прикинуть, сколько же он может стоить. Мне кажется, стартовая цена будет примерно от 250. Стартовая. 250 стартовая, да? За батарейку 75, которая. Угу. Давайте прикинем. У нас получается Zeekr 001 начинается от 260 тысяч юаней. Да. В Китае семерка 7X 230 тысяч юаней. И Zeekr X 200 тысяч юаней. Да. То есть здесь, ты думаешь, 250 будет минимальный порог? Да, минимальный порог. Слушайте, я сначала, когда фотографии смотрел, я думал, ну, 200, тоже думал, 200 будет цена примерно, как у Икса. Но сейчас, вот, посмотря на это все чудо, ребят, реально, электронные двери полностью. Посмотрим, насколько комфортно здесь сидеть. Развернули для нас специально кресло. Так, тесновато, да? Как-то тесновато. Ну ничего, сейчас мы это исправим. Сдвигаем. 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 Я уехал. До педали не достаю, до руля тоже. Ой. Антон, давай ты сядешь назад и посмотрим, сколько вообще влезешь ты туда или нет. Руль находится в самом дальнем положении. Ноги, вот они, получается, до педали еле-еле достают. Как у тебя там? Раз, два, 3 кулака. 3 кулака. Слушайте, места здесь просто очень много, очень много. Вот так вот сидеть, ребят, максимально комфортно. Просто вот на дальнее расстояние ехать будет очень приятно. Здесь же тоже салон максимально такой премиальный, вы знаете. Вот все материалы полностью, они мягкие. Сверху микрофибра. Здесь у нас кожзам, приятный кожзам, понимаете? Блин, я даже прям боюсь, что 280 минималка будет стоить. В общем, я думаю, что если мы сейчас узнаем, что будет 250 минималка, это прям очень хороший цена. А здесь еще аварийка находится за рулем. Ребят, говорить спасибо. В нормальном месте. Смотрите, как удобно говорить спасибо. Раз. Прям вот она, вот здесь, в удобном месте. Обратите внимание на такие вот маленькие нюансики. Вот, допустим, крючочек для пакетика. То есть они продумали вот такие даже мелочи. Автомобиль вообще предназначен для того, чтобы выезжать на природу, выезжать на какие-то кемпинговые места с семьей, естественно, и устраивать отдых. Большая ниша для разных бутылочек, там стоят у вас соки, пакетики, тоже там стекло опускается в ноль. Стекло, кстати, не двойное и очень тонкое. Вот это вот, ну, конечно, минус. Сейчас мы на тест-драйве проверим шумоизоляцию, проедем. Но я думаю, что прям шумоизоляция будет не очень хорошая. Обратите внимание, насколько тонкое стекло. Спереди стекло двойное, но я бы его не назвал двойным. Это очень тонкие двойные стекла. Я думаю, спереди будет тоже шумоизоляция не очень хорошая. Здесь, ребят, обратите внимание, есть вот такие вот дополнительные места под крепеж доп. Оборудования. Есть также 2 Type-C разъема, парящий дисплей 15,6 дюймов, приборная панель и максимально комфортный руль. Этот руль мне очень понравился. Физические кнопки, которые я люблю. И интересный нюанс, смотрите. Если вы отвозите вот этот центральный тоннель, откатываете назад, то можно ехать вот так вот. Ребят, вы когда-нибудь ездили в машине вот так? То есть вопрос в том, что будет ли удобно твоей правой коленке или нет, здесь вообще полностью отпадает. Вообще, да. Причем там даже, понимаешь, я даже не буду мешать правому пассажиру. Вот ты сидишь, да, и мы едем, все. Я не достаю. Че, Антох, куда едем?
Ой, слушай, по кайфу. Немножечко непривычно, что очень большая здесь передняя часть, такая передняя зона. Она прям такая глубокая, огромная, вон туда уходит прям. Но при этом все, это конец. Да, но при этом, да, вам будет просто очень легко чувствовать габариты, ощущать, потому что там все, бардачок. Опа! Я ждал, что он сюда вниз упадет, а он вверх поднялся. Слушай, а здесь смотри, здесь заглушка. Type-C разъем должен быть. Так, лепестки. Справа у нас РНД, автопилот. Слева стороны омывайка, дворники. Все. Но мне по дизайну этот автомобиль нравится и снаружи, и внутри, Да. и у меня никакого внутри хейта, это где-то не горит ничего. Согласен. А, И смотри, еще кнопки есть открытие-закрытие сверху. То есть они кнопок этих открытия-закрытия напихали везде. Смотри, у тебя здесь кнопка, Мгм. в двери, вот тут. У меня тоже получается здесь, там, педаль тормоза. Как в общем, хочешь, фиг так и пожалуешься, что закрывай. это неудобно, эргономика плохая, да? Да. Непонятно для меня то, что сзади есть атаманки, а спереди для пассажира не занесли. Как-то это неправильно. Ну да, здесь места хватает, как бы, и, конечно, хотелось бы, чтобы развалиться вот так вот. Здесь в центральном тоннеле есть вот такая полочка. Подстаканники мы ставим сюда дополнительно, да. Здесь полочка, понятно. Есть механическая ручка для того, чтобы можно было по традициям того же самого Zeekr X убрать вот эту всю конструкцию и поставить вместо нее холодильный бокс. Прямо сюда. Телефончик один здесь, и есть у нас вот очень маленькая полочка под подлокотником. Все. Кресла очень комфортные. Я спереди здесь сижу. Единственное, что мне не хватает, опять же, вылета под коленки вот сюда. Это я бы, конечно, хотел. Но кресло комфортное. Кресло регулируется в 9 положениях. Регулировка бокового подпора. Есть регулировка по высоте, по вылету. В общем, все настройки стандартные сейчас есть. Приборная панель 13,2 дюйма. Центральный дисплей с разрешением 2К OLED 15,5 дюймов. И вот здесь есть интересная особенность. Этот экран можно повернуть к водителю на 12 градусов. А вот к пассажиру аж на 47 градусов. Так, ну и, конечно же, по традициям 2024, а то и 2023 года у нас есть и массажи. Обратите внимание. Причем массажи есть не только в передних креслах, но также и в задних креслах. Пожалуйста, хоть несмотря на то, что сзади диван у нас находится, но два крайних пассажира могут пользоваться функцией массажа. Также есть вентиляция, подогрев как спереди, так и сзади. В общем, все хорошо. И также есть подогрев руля. Также, ребят, с экрана вы можете управлять любым креслом в этом салоне. Водительское кресло, кресло пассажира. Есть даже управление центральным тоннелем. Пожалуйста, я могу не через эти кнопки, а вот здесь. Также можно нажатием одной кнопки поменять все под ваше предпочтение. Вот обратите внимание, задний ряд, левое кресло, задний ряд, правое кресло. То есть можно отсюда все менять полностью, настраивать. И третье положение – это различные сценарии. Тут, опять же, то же самое, вы можете сохранять эти сценарии под разные какие-то условия. Допустим, выехали вы в горы, нажали на горы, смотрите, что происходит. Поехал центральный тоннель назад. И кресло правого пассажира разворачивается на 90 градусов. Вот, друзья мои, все происходит одной кнопкой. И очень много здесь сценариев под различную. Леш, Что? это неправильный режим. Это не режим горы, это режим рыбалки. Рыбалки. Оп. И ловить рыбка большая и маленькая. Красота. В общем, вы сохраняете все это под свои настройки, запоминаете, и он потом вам устанавливает в нужное положение. И обратите внимание, сколько здесь много режимов. Смотрите, есть режим кемпинга, горы, какой-то там кубик, чаепитие. Есть даже романтическое. Вот, кстати, твой режим, который ты попросил. Вот он есть. Видишь, там 2 бокальчика и сердечко. Режим палатки какой-то. В общем, много-много различных режимов. Режим спящий ребенок. Ребят, обратите внимание, у вас вот это кресло разворачивается на 180 градусов и откидывается назад. И для этой цели у вас есть изофикс спереди, здесь. Слушайте, ну для меня это вообще максимально. Как отец 3 детей, если бы у меня была такая машина, это прям очень круто.
Очень. Это все, это легально. Это, блин, поставил ребенка, развернул, не развернул. Вообще супер. Это прям конкретно семейный автомобиль. Да. Конкурентов на рынке на сегодняшний день практически нет. А кого ты отнесешь к конкуренту? Я бы Куалу поставил. Она такая семейная. Она поменьше? Но она маленькая, да. Но она тоже с плюшками для семейных, для мамочек больше. Она, да, вот как раз больше для мамочек. А это конкретно для семьи, для выезда, для кемпингов. Конечно, на оффроуд ты на ней никуда не поедешь, далеко. А полный привод будет? Нет, Леш, компания отказалась от производства полного привода. Они сочли, что спрос на полный привод у них невысокий и достаточно будет просто заднего привода и с большой дистанцией. А вот и минус, да? Да, вот и минус. Вот и первый минус. Я думаю, что для наших ребят из России это будет печально. Так, ребят, ну и задний ряд. И, пользуясь случаем, хочу сказать про ручки. Ручки сделаны максимально комфортно здесь. То есть вот это вот расположение, не выдвижные ручки, которые нам не нравятся, которые ломаются частенько, а вот именно вот такое положение. Все, нажали там кнопочку, дверь открылась, ручка не будет пачкаться там максимально где-то, не будет она на морозе застывать у вас. Все, дверь открылась, заходим на задний ряд. Обратите внимание, сколько места, ребята. В общем, с местом проблем нету, совершенно никаких. Ну и, соответственно, задний ряд. Он очень комфортный. Здесь есть такие боковые подпорочки, которые создают уют такой на заднем ряду. Диванчик раздельный. Обратите внимание, здесь на подлокотниках есть кнопки регулировки сидения. То есть я могу сдвинуть себя вперед при желании, да, если вдруг там багаж нужно какой-то везти. Вот так вот могу. Это не до конца еще. Я могу еще сдвигать себе. Если... А давай ты сдвинешь, подожди-ка, сдвинь сиденье вот это вперед. Давайте сейчас смоделируем такую ситуацию. Садись, Антон. Что мы едем, Антон спереди сидит, и он сейчас сядет, ну, скажем так, насколько он сможет сесть. И мы посмотрим, сколько места у нас сзади останется вообще. Все, это максимальное положение. Давай, сдвигайся назад, Антон. Можно, да, спасибо. Давай а то назад. я коленками упорюсь. Давай, назад, еще. Стоп. Вот так вот. Вот такое положение. Обратите внимание, насколько я сдвинул сидушку. Вот. На 40 сантиметров я сдвинул ее вперед. Чтобы больше было понимания, давайте я сдвину и это кресло точно так же вперед. Вот сюда. Вот. Смотрите, ребят. Огромный большой багажник. Причем там у нас еще углубление такое. То есть, соответственно, можно чемоданы вот так в полный рост поставить туда. У меня вопросы отпали. У меня были вопросы, какого лешего здесь маленький багажник, чего я повезу вот это вот все. На пикник я поехал, нечего положить. Я туда скину все, что угодно. И это будет только вот по эту часть. Ага. А потом еще и сюда можно запихнуть. Да. Все, вопросов нет. Есть небольшая часть, только вот здесь. Для знака, для V2L. V2L здесь есть. Вот для нее специальная зона. И буксировочный крюк. Все. Для тех, кто не знает, V2L это 220 вольт из порта медленной зарядки. Также у нас в багажнике здесь 220 вольт на 2,2 киловатта. Розетка, пожалуйста, есть как китайский стандарт, так и евростандарт. Все хорошо. С правой стороны прикуриватель 12 вольт 180 ватт. Тоже очень хорошо. И есть блок управления задним рядом. То есть я могу все это вернуть на место прямо отсюда. И теперь мы совершим небольшую магию. Нажимаем вот такую кнопку на дверной карте водителя. И обратите внимание, какая происходит магия. В автоматическом режиме у нас салон автомобиля превращается в комнату. Так, и теперь мы берем вот такой столик и вставляем его в любую часть. У нас есть 4 части под столик. 2 с правой стороны, 2 с левой стороны. И вот, ребят, но мне, честно говоря, понравился столик другой. У них в магазине можно купить большой стол на все 4 места. Вот так он выглядит. Слушайте, это
Просто замечательно. Антон, садись, давай попьем с тобой чайку. Так, а вот слушай, здесь-то вот как мне тогда? Тесновато уже. Тесновато, да? Да, надо как-то отъехать. А, нет, смотри, еще чуть-чуть вот. могу. Вот так вот. Чуть-чуть. Ну тогда в целом хорошо, да? Ну, вот так, да, вот. Все. Если большой стол еще будет, вообще прям классно. То есть он вот такой огромный. Угу. Ну что, раскладывай. Также в 3 дверях есть вот такие фонарики, которые на магнитах, да, по-моему? Да. Куда на магнитах? То есть вот сюда. Оп. В процессе движения они играют роль ambient подсветки, ну, частично. Ну, а, соответственно, на природе вы можете это все включать. Нужно установить батарейку изначально. Ага. Батарейки нет, точно. Да. Пожалуйста, используйте Zikr батарейки. Zikr выпускает батарейки? даже? Zikr выпускает батарейки. Golden Battery же выпускают, и обычные могут выпустить. Угу. Ну, понятно. В общем, вот такие 3 фонарика, которые могут вам осветить ваш кемпинг. Интересно. Ну, вообще здорово, можно и поставить и в салоне, и в палатку с собой забрать. Слушай, ну получается, то есть ты едешь в дороге, и у тебя они подзаряжаются, да? Да, все так. Вообще здорово. Но мне очень нравится, что они как ambient подсветка дублируются. Да, да. Тут еще есть режим, он называется камин. Угу. Он играет, то есть полыхает как камин. Смотрится вообще здорово. Для твоего любимого режима. Для романтик. моего, да, романтик, ага. Слушайте, и еще в этом центральном тоннеле с этой задней части тоже есть ящик. Причем ящик более глубокий, чем спереди. Вот, обратите внимание, какой большой, огромный ящик. Сюда можно водичку положить, да? Много-много-много. На скидку сколько литров? Я думаю, что 8 бутылочек 0,5 сюда влезает, то есть 4 литра. То есть холодильник будет точно такой же, Примерно, по да. большому счету. Да. Здесь у нас акустика Zikr, сенсорное освещение и есть вот такие вот дефлекторы, которые можно закрывать, соответственно, и регулировать скорость здесь. Очень удобно. А слушай, а знаешь, что мне еще интересно? Можно ли задний ряд откинуть немножечко спинку? Я хочу, допустим, сдвинуть вперед немножечко и спинку наклонить назад. О, могу. Ну-ка, насколько я могу, интересно? Представляешь? Я даже говорю, у тебя ребенок уснул, ты его Вау. наклонил и супер. Вот. Ты посмотри, как можно ехать, вообще спать. Атаманочку высунул, это Атаманку, отодвинул. Атаманка, кстати, вот тоже выдвигается. Так, ребят, сейчас я сдвинул переднее кресло максимально вперед. Это первая машина, где атаманка мне пригодилась. Просто очень комфортное положение. Можно ехать спокойно и спать. Панорамная крыша не очень большая. Да, здесь есть большие такие рамки. Но, тем не менее, она очень красиво смотрится. И вы даже с заднего ряда можете ехать и любоваться синим небом, если оно синее. Также есть атаманка на левом кресле. Ну, скажем так, левая часть дивана. А вот средняя часть не поднимается. Только 2 атаманки здесь. Задняя дверная карта выполнена в интересном таком тоже дизайне, очень красивом. Поверхность из войлока сделанная, как будто бы из войлока, с такого. Лампочка, про которую мы говорили, ambient подсветка, фонарик, который вынимается и, соответственно, можно его использовать снаружи. И кнопки. Ребят, обратите внимание, есть кнопка открытия здесь, с задней части дверной карты, и есть также с передней части. То есть для чего сделано? Если вдруг я сижу вот так, да, чтобы мне открыть дверь, не нужно тянуться туда, я могу открыть это с помощью вот этой кнопки. Это первое. Второе, соответственно, если я открыл дверь, эта кнопочка уезжает назад, и чтобы закрыть дверь, нажимаю на эту кнопку, переднюю. Продумали, понимаете, вот такие мелочи, чтобы не делать одну кнопку спереди, чтобы пассажир не тянулся. Вот сидя в таком положении, нажал, дверь открылась. Очень интересно. Ну и так как это электронные двери у нас, соответственно, обязательно должны быть механические ручки. И они есть. Механические кнопочки такие. Причем их 2. Один из них находится на двери, вот здесь. Второй находится вот здесь, вот он. С обеих сторон находятся стойки. Так, слушай, ну удобно, очень удобно. Если ты еще кресло назад отклонишь. Так, это вот делается вот так, да? Теперь подлокотничек чуть ниже опусти. Ага. Вот так вот. Супер. Здесь И у нас... здесь подлокотник. Что у нас? Кнопочка. Так. Управление. Вот, управление у нас массажем, вентиляцией есть здесь. Массаж, пожалуйста. Нажал и массажик у меня. Обдув. А тебе обдув нужен. Ага. Так, Леш, ну давай откровенно. Минус. Подлокотник-то хотелось бы, чтобы он ниже опустился. Вот, да, в таком положении, да.
Это, это вот минимальное положение подлокотников. То есть я думаю, что они не предусмотрели такой вариант. Они думали, что мы будем ехать вот так вот. Максимально, вот в таком положении. Тоже наклони свои. Подними немножечко кресло. Вперед. Нет, да, сюда. То есть подожди, я король подлокотника. Да. Я король подлокотника. Здесь два подстаканничка есть. Вот они. Отсюда выезжают. Все. Полочки здесь нет у нас. Два Type-C разъема находятся здесь, спереди. Леша, у меня вопрос. Как ты думаешь, в ближайшее время появятся ли конкуренты других автомобильных брендов? Я думаю, должны появиться. Китайцы, ну, если эта модель зайдет на рынок, то обязательно появится. Потому что ты знаешь, что они любят копировать друг с друга, даже с друг друга. Вообще вот сейчас такая тенденция пошла именно к семейному отдыху на машине. Да. В машине. Ребят, а вы что думаете? Как вам вообще такой форм-фактор, такая концепция? И зайдет ли это на мировом рынке? Ну и давайте так, на рынке Китая изначально. Ну так, если вот зафиналить, да, то мне, конечно, очень понравился салон этого автомобиля. Он приятный, премиальный, сидеть здесь комфортно, и я думаю, что передвигаться тоже будет очень комфортно всем пассажирам. Да. Давайте проедемся на Zeekr Mix. Знаете, салон, такое чувство, что это самый широкий салон из всех, которые мы видели. Прям очень большое расстояние здесь между дверьми. Чуть позже мы сделаем замер. Первым делом сбросим показания расхода. Все, по нулям у нас сейчас здесь. Здесь есть интересная одна особенность. Сейчас у нас колеса вывернуты направо, и я пытаюсь открыть правую дверь. Опа. Обратите внимание, руль автоматически сам выкручивается в ровное положение. Так, слушайте, сразу я хочу сказать про проекцию. Проекционный дисплей информативный, красивый, четкий, отображает всех людей, то есть он полностью переносит эту всю картинку. Скажем так, он не яркий, он не броский. Мне это очень сильно нравится. То есть он не отвлекает вас сильно от дороги. Хочу сразу сказать, что подвеска мягкая, хорошо отрабатывает она. Прям мы сейчас проехали по ямкам, неплохо. И меня сейчас интересует шумоизоляция. Слушайте, шум есть, но не сильный шум. Больше шума я слышу от арок. Вы знаете, все это пространство создает такую акустику, и как-то мне кажется, что шум здесь увеличивается. Даже вот наш голос сейчас разговариваем, эхо идет такое по салону, как будто вы сидите в каком-то зале. По посадке комфортно, приятная сидушка, не жмет, сижу удобно. И вот этот подлокотник, он очень приятный. То есть здесь не нужно вам тянуться к двери. Дверь, кстати, находится очень далеко, до нее, в принципе, дотянуться-то очень сложно. Поэтому подлокотничек здесь, конечно, очень удобный. Зеркала небольшие и не маленькие. Средний размер зеркал, он комфортный. Какого-то такого, знаете, прям нехватки зеркал я здесь не ощущаю. Все хорошо. Обзорность самого лобового стекла очень хорошая, стекло большое. Вот эта вертикальная стойка, она ворует обзор, конечно, здесь широкая часть и прям большая зона слепая образуется у вас. При включении поворотника отображается камера. Камера маленькая такая вот, то есть дублирующая боковая камера. Но на проекцию она не выводится, как это есть в Zeekr 7X и в Лисянах. Про крены говорить, конечно, здесь не стоит, наверное, ничего. Но мы хотим посмотреть, насколько она валкая. Валкая, очень сильно валкая. Отнести это к минусу, наверное, можно, но не хочется, честно говоря, потому что все мы понимаем, для чего нужен этот автомобиль. Для путешествий, для комфортной езды по городу. Ой, слушайте, радиус разворота-то, вот сейчас я заметил. Я сейчас разворачивался прям очень и очень приятно. Здесь колеса выворачиваются на 51 градус и радиус разворота 4,95. Очень маленький радиус разворота. Так, ребят, и здесь есть интересная одна особенность. Это возможность парковать машину в место, куда вы ей укажете. То есть даже без разметки вы можете припарковать ее в любое место.
Значит, приборная панель. Обратите внимание, она яркая, сочная, очень красивая. Картинка прям такая, знаете, хочется на нее смотреть. Экран немного бликует. Центральный дисплей как-то в таком прям удачном положении расположен, что на него нету света сейчас. Ну, сейчас мы едем, обеденное солнце у нас, солнце в зените находится, сюда свет вообще не попадает никак. По педалям здесь замечаний вообще нету. Газ, тормоз, все плавно, отлично работает, сбалансированный хорошо. Руль, как я говорил, мне очень нравится такой форм-фактор. Вообще Zikr делает классные рули. Механические кнопки, вообще сам форм-фактор, вот эти вот подпоры под ладошки, классно. Автопилот держит полосу очень хорошо. Есть функция автоматического перестроения при включении поворотника. И как только перестроится автомобиль, поворотник выключается. Кстати, смотрите, сейчас человек шел по обочине, сумасшедший какой-то. Машина его объехала. Ну и по безопасности здесь очень все неплохо. Во-первых, подушки безопасности. Здесь водительское сиденье, оно как будто в коконе в таком получается, когда срабатывают подушки. Шторка боковая выстреливает, отсюда выстрелит подушка, плюс боковая подушка. Здесь боковая, в общем, получается такая защита круговая. Для водителя. Водитель прямо здесь максимально защищен. Задний обзор здесь очень хороший, стекло большое. Через зеркало все хорошо видно. С первого взгляда может показаться, что нету заднего стеклоочистителя. Но он есть, ребят, он просто скрытый. Ребят, я тут смотрю, Антон развалился на заднем ряду. Прям комфортно видно ему там. Я бы хотел начать с плюсов. Первый плюс, то что панорама не заходит вот сюда. То есть я откатился на максимально назад сейчас, и мне прям классно. Видно все вокруг в панораме, но при этом мне не горячо. Минус. Мне некуда положить телефон, откровенно говоря. Вообще ни одного места. Только если вот куда-то вот туда его вперед далеко убрать, тогда да. И вот сидеть на заднем ряду не то чтобы комфортно, плюс еще очень чувствуется большое пространство. Здесь 1,35 м до крыши, то есть тут прям чувствуется это все пространство. Из прикольчиков дополнительных есть еще такая подставка для ног. То есть если вам не хватает атаманки, есть еще подставка для ног. Ну и регулировка находится она вот здесь, спрятана чуть-чуть поглубже. По шумоизоляции сзади здесь все очень классно. С учетом того, что я сейчас в данный момент сижу достаточно близко к колесу. Да, я могу еще двинуться вперед, дальше от арки, и будет еще тише. От стекол я вообще практически ничего не слышу. Во-первых, я сижу далеко очень от них. Прям до двери очень много. Моя очередь прокатиться, и сразу же могу сказать, что да, действительно комфортно очень здесь сидится. Подлокотники, руль, все, извините, эргономика выше всех похвал. Хотя вот по спинкам, если вы очень широкий человек, вот здесь, наверное, будет жать. Потому что я вот сел сейчас как влитой. Активируем функцию One Pedal и посмотрим, сможет ли машина остановиться сама самостоятельно в ноль. Маленько побесим других водителей. Ну, что ж, придется. Отпустил педаль газа со 40, скидывается. И да, встала в ноль, класс. One Pedal есть, супер. Сейчас едем в режиме без рекуперации, на тормоз не жму, включаю рекуперацию и сразу же чувствуется, оп, самая высокая. И плавно, достаточно плавно. С 30 мы в рекуперацию пошли плавно. Мне такое нравится. Ну и, собственно, здесь выключено слабое, среднее и самое высокое режим рекуперации. Здесь у нас настройки руля. Слабый, средний, спортивный. Давайте вот сейчас вот на спортивном маленько порулим. Так. Угу. Так, чувствуется упругость хорошая. Да, и здесь слабее. Изменения здесь заметные, так что каждый под себя может подстроить. Так же, как и в случае с Zikr X, здесь уже есть произведенные автомобили, которые вы можете забрать в кратчайшие сроки. В этом плане Zikr молодцы. Мне очень нравится эта минивеновская посадка. Сидишь высоко, далеко глядишь. Прям супер. Сейчас вот мы с 50 тапка... О, как хорошо встал! Прям... Как вкопанный для этой машины, для этой массы. Что-то я другого ожидал. Думал, чуть протянется. Прям сразу схватило. Хорошо. Лежачий полицейский, лежачий, наш. Как тебе там, Леш, сзади? Жестко. И спереди тоже было жестко. Проехали на 30.
обычный резиновый. Хоть здесь и 21 динамик, и 2160 ватт, но наше мнение такое, что музыка здесь посредственная. Решили посмотреть, сколько мы потратили киловатт-часов во время покатушек. Ну, здесь какие-то прям несерьезные цифры. Поэтому смотрим вот сюда. Здесь у нас уже нормально адекватные цифры. 17,3 киловатт-часа мы потратили за время покатушек. Так, ребят, днище идеально ровное. Клиренс 18,7 сантиметров. Так, ширина автомобиля 1,96 м. Салон 166 сантиметров спереди. Ого! Сзади, ребята. Сзади 159. Но это, подожди, ну это от дверей. Хорошо, если я по плечам здесь замерю. 141 по плечам, если брать. Слушайте, большой салон, прям огромный. Между дверьми 1,44 м. Широкий большой проем. А здесь у нас, если взять отсюда до двери, здесь 1,58 м. Вот, обратите внимание, как комфортно заходить сюда. Вот так вот. А? Красота. Ну и наш любимый тест, это из чего состоит автомобиль. Капот. Оцинковка 130. Пороги оцинкованные 92. В общем, получается, автомобиль у нас весь оцинкованный, двери алюминиевые. Очень хорошо. Леш, замри, не двигайся. Дай на секундочку. А, заметил? Дверь выезжает. Выезжает. У нее прям угол вот такой, Да. полукругом. Угу. Не очень компактно получается. Но если сравнивать с 009, там да, там двери, они скользили как бы по борту. То есть ты можешь подъехать близко там, к какому-то препятствию. Но если сравнить со стандартными дверьми, то здесь нам все равно в любом случае, чтобы зайти в салон автомобиля, придется открывать его, ну вот хотя бы вот так вот, да? Ну, да. Иначе, ну, да. То есть, а это расстояние уже больше. Ну, это больше, чем локоть, окей. Да, смотрим. Вот. Вот положение. Да? Смотрим, закрываем. Вот оно, дальнее положение. Ну-ка, замерь своим локтем. Меньше. Меньше вылет двери, Ну, в любом случае. Тогда в таком, опять же, случае тебе нужно понимать, где, какой стороны парковаться ближе, прижиматься, чтобы там смогли выйти. Да. Выходим мы из автомобиля. Ага, открылась. Сейчас она открылась. Сейчас мы делали тест-драйв. У нас не открылась правая дверь, когда мы подъехали близко к бордюру. То есть это еще одна проблема, вот такая, которая, я думаю, они с обновлением прошивки, наверное, они эту проблему устранят. Но сейчас, вот, если вы близко припаркуетесь к какому-то препятствию, то не сможете просто выйти через правую сторону. Ну что, друзья мои, проехали мы на автомобиле Zeekr Mix. Что бы хотелось сказать. Автомобиль очень интересный, инновационный. Много разных интересных таких всяких фишечек, плюшечек. Но ценник, честно говоря, да, кстати, ценник, мы же мне озвучили его, 280 тысяч юаней начинается базовая комплектация. С более емкой батарейкой 300 тысяч юаней. Ценник, я скажу так, немножечко задран высоко. Вот по ощущениям 250 тысяч за минимальную комплектацию я бы отдал. Выше уже как-то немножечко больно. Антон, ты что скажешь? Да я тоже считаю, что 280 за базу это много. Ты говоришь 250, я бы, наверное, согласился бы на 260. Тоже терпимо, тоже нормально за базу, а за максималку 280, и тогда бы попали бы в какой-то такой психологический отрезок, где ок, да, нормально. Эта машина вот предполагает, что у тебя уже есть автомобиль однозначно. И даже, наверное, не два автомобиля, а его покупаешь как третий, как какую-то прям действительно развлекательную игрушку. Ребят, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Задний привод только, да, полного привода здесь нету. Что вы об этом думаете? Потому что мне реально интересно, почему покупают только полный привод из Китая, хотя в России много машин ездит моноприводных. Ну что, на этом мы закончим. С вами была компания Pandaway из Китая. Будьте с нами, и у вас все будет хорошо.